На Земле насчитывается более 10 тысяч видов птиц, большинство из которых соответствует нашим традиционным представлениям об их облике. Но среди них есть настоящие оригиналы, чей внешний вид скорее напоминает сказочных персонажей или обитателей, населяющих нашу планету еще в древние эпохи. Сегодня мы предлагаем посмотреть на самых необычных птиц нашей планеты. И первым представителем этой компании будет китоглав. Это большая серая цапля с деревянным башмаком вместо клюва. Именно так можно кратко и емко охарактеризовать внешний вид этой птицы. Но именно благодаря этому башмаку китоглав по праву может считаться одним из самых искусных рыболовов среди птиц. Повстречать китоглава можно лишь на африканском континенте. Это республики Центральной Африки, Демократическая Республика Конго, Уганда, Кения, Танзания и Замбия. Естественной их средой обитания являются заболоченные места и берега водоемов. Китоглав является крупной птицей. Средняя высота птицы составляет около метра, размах крыльев до 2,5 метров, а вес от 4 до 7 килограмм. У китоглава есть еще одно отличие от большинства других птиц. Все предметы они видят объемными. Это стало возможным благодаря расположению глаз в передней части черепа, как и усов, а не по бокам. Следующий пернатый представитель – это птица-носорог. Птица-носорог получила свое название из-за большого длинного клюва, резко загнутого вниз и имеющего у своего основания значительные выросты различной формы, которые отсутствуют лишь у представителя рода токи. Несмотря на свою величину, такие клювы очень легкие, так как внутри они полые и имеют большие воздухоносные пространства. Обитают птицы в Африке и Юго-Восточной Азии, на островах Тихого и Индийского океанов. Размер птиц-носорогов варьирует от 30 до 120 сантиметров. Питаются они в основном насекомыми, мелкими ящерицами, моллюсками, а также всевозможными ягодами и плодами. Птицы-носороги являются скрытными, но в то же время шумными птицами. Они редко появляются в окультуренных человеком районах, однако услышать их можно издалека, так как они очень шумно летают. Очень интересно, самки птиц-носорогов высиживают яйца. Они подвергают себя добровольному заточению, наглухо законопачивая вход дупла, в котором отложили яйца. Они оставляют только маленькую щель, в которую самец бросает подруге добытую пищу. Человечеству эти птицы известны очень давно и встречаются во множестве древних традиций и мифов, а их длинные клювы часто используют в качестве церемониальных головных украшений. Шлемоносный казуар. Казуары – это большие нелетающие птицы. На сегодняшний день род казуаров включает в себя 3 вида. Шлемоносный казуар или казуар обычный, казуар мурука, оранжево-шейный казуар. Природный ареал проживания казуара – это влажные леса Новой Гвинеи, индонезийские острова Сирам и Ару, а также северо-восточная часть Австралии. Шлемообразный нарост на голове есть у всех видов, а не только у шлемоносного казуара. О назначении этого выроста на голове биологи спорят уже долгие годы. По одной из версий, нарост нужен для раздвигания ветвей во время бега. Они, как и страусы, не умеют летать. Но казуары передвигаются практически по одному маршруту, вытаптывая тропы на своей территории, и поэтому им не так уж и сложно передвигаться в зарослях между ветвями. По другой версии, шлем казуары применяют как средство общения. Он как бы помогает птице чувствовать низкочастотные шумы, которые издают сородичи. Размеры казуаров достигают от 150 см до 180 см в высоту, а масса колеблется от 60 до 85 кг. Основу рациона казуара составляют различные плоды, а также семена растений и ягоды. Охотятся они также на мелких грызунов и ящериц. Эти птицы являются хорошими пловцами, поэтому в водоемах успешно ловят рыбу. Отдельно хочется сказать о яйцах казуаров. Мало того, что они занимают 3-е место по величине после эму и страусов, так к тому же у них необычный цвет скорлупы,
зеленый или зеленовато-голубой и напоминает бутылочное стекло. А следующая птица – это шалфейный тетерев. Это североамериканская птица семейства фазановых. Родина шалфейного тетерева – это степи, поросшие полынью на западе Северной Америки, от Канады до Нью-Мехико. Шалфейный тетерев длиной от 65 до 75 сантиметров и весом от 3,5 до 4 килограмм, причем самец значительно крупнее самки. Тетерев шалфейный, как правило, обитает вблизи густых зарослей кустарниковой полыни, на пустынных предгорьях скалистых гор. Заросли служат тетереву надежным укрытием, а также главным источником питания в течение всего года. Одним условием комфортного существования шалфейного тетерева является наличие влажных болотноводных угодий. Птица питается преимущественно листьями полыни и травами, реже беспозвоночными. А средняя продолжительность жизни у них составляет 8 лет. Венценосный голубь – это крупная птица семейства голубиных, содержащий 3 вида – голубохохлый, каштаново-грудый и веероносный венценосный голубь. Название виду венценосный голубь было дано благодаря их великолепному головному убору, пышному вееровидному хохолку, который состоит из распущенных перьев, на концах которых содержатся маленькие треугольные оборотки с черно-белыми вершинами перьев хохолка. Обитает голубь в Новой Гвинее и на прилегающих островах. Длина тела составляет до 80 см, а вес до 2,5 кг. Продолжительность жизни примерно 20 лет. Их можно чаще всего встретить в заболоченных лесах и лесах из саговых пальм. Иногда они населяют более сухие леса. Это оседлый вид, и держатся они парами или небольшими группами. Большую часть времени находятся на земле, собирая пищу, но при малейшей опасности взлетают на ветки деревьев. Питается венценосный голубь упавшими плодами, семенами, ягодами, которые ищут в подстилке леса. Также они могут питаться молодой листвой, улитками и насекомыми. Эквадорская зонтичная птица. Это большая черная птица, самцы которой достигают 51 см в длину. Размеры самок составляют лишь около половины длины самцов. Головы самцов украшают длинные, нависающие над клювом черные перья, образующие нечто вроде модной прически с зачесанной наперед челкой. Еще один предмет гордости эквадорской зонтичной птицы – это горловой мешок длиной 35 см, покрытый короткими, похожими на чешуйки перьями. Птицы обитают в прибрежье Тихого океана, в горных районах Колумбии и Эквадора. Эквадорские зонтичные птицы не очень уверенно себя чувствуют в полете и предпочитают просто перепрыгивать с ветки на ветку под кронами деревьев. Здесь же они строят гнезда в виде платформ, располагая прутья и веточки с промежутками, чтобы за яйцом или птенцом можно было наблюдать снизу. Впервые биологи увидели гнездо эквадорской зонтичной птицы только в 2003 году. Эквадорские зонтичные птицы преимущественно вегетарианцы и питаются в основном фруктами, орехами, семенами или насекомыми. Но в тяжелые времена не откажутся и от животной пищи, например, от ящериц. Андский скальный петушок. Эта птица водится в Андах, населяя склоны ущелий, влажные тропические леса и долины рек Боливии, Перу и Венесуэлы. Наличие горной местности для этой разновидности птиц является принципиальным, так как селятся андские петушки исключительно среди скальных пород, обустраивая там же свои гнезда. Помимо насыщенной оранжево-красной расцветки тела и контрастирующих с ним антрацитово-черных с краплением серого крыльев с хвостом, скальные петушки могут похвастаться высоким пушистым хохолком ирокезом, доходящим до самого клюва. Компактное тело длиной около 35 см. Сильные лапы, прочный клюв, яркое оперение и колоритный гребень – так выглядит андский скальный петушок, не случайно избранный перуанским национальным символом. В период размножения эти птицы собираются в небольшие стайки на открытых участках. Они полностью полигамны и могут иметь столько партнеров, сколько захотят.
Эти птицы не создают постоянных пар, поэтому подобное поведение является показателем нормы. Петушок относится к всеядным птицам. Основной пищей у него являются фрукты. Дополняет рацион семенами и другой растительной пищей. Кроме пищи растительного происхождения, петушок может питаться и животной пищей, насекомыми и пресмыкающимися. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай нам свои интересные истории или фото. Все ссылки в описании.